Вдоль дороги между Хургадой и Эльгуной десятки отелей, и если посмотреть на Google карте в режиме спутник береговую линию на этом участке, то видно, насколько мелкое море и какие длинные пирсы до глубины во всех этих отелях. Во всех, кроме одного. Palm Beach Resort единственный, где можно не с пирса, а с берега, пройдя всего несколько шагов, плыть. Отель был построен более 25 лет назад, так что в этом районе он самый старый. Раньше мы чаще отдыхали здесь. Цена проживания была очень низкой, в районе $20 в сутки за номер для двоих или двоих взрослых с ребенком, по системе «Все включено». Сейчас, конечно, стоимость в разы выше, но на фоне всеобщего подорожания в любом случае отель остается одним из самых бюджетных и, на мой взгляд, самым недооцененным. За последние несколько лет Palm Beach изменился, его потихоньку обновляют. Во время обзора покажем все новшества. Например, обновлен холл у стоек регистрации, в котором наконец-то запретили курение, и полностью отремонтированы санузлы общего пользования. Это лобби-бар. Работает он до полуночи. Когда-то здесь была сцена и проходили вечерние мероприятия. Сейчас же мини-диско и шоу-программы перенесли в другую часть отеля, ближе к пляжу. Сцена на открытом воздухе, и тут бар работает до 23:00. В этот раз мы отдыхаем большой компанией. Наши друзья, как и мы, живут в Египте и были во многих отелях, так что им есть с чем сравнить. В Palm-Beach они впервые, можно сказать, по моей рекомендации. Интересно будет узнать их мнение. Территория отеля достаточно компактная, но не маленькая, разделена корпусами на две части, в одной из которых большой бассейн для взрослых и совсем миниатюрный для самых маленьких. Здесь проходят анимационные активити. Во время нашего отдыха в конце апреля вода в этих бассейнах была холодной, в отличие от подогреваемого с аквагорками в другой части отеля, покажу его позже. Тут же рядом кафе на открытом воздухе, в котором днем готовят фастфуд. Есть автомат с мороженым, в баре Iced Tea, фруктовый лед, а по вечерам здесь устраивают а-ля карт ресторан. Жилые корпуса вокруг этого бассейна двухэтажные, не реновированные, без лифтов и все одинаковой планировки. Нет длинных общих коридоров. Комнаты расположены по 3 в блоке с общей гостиной и мини-кухней. Для каждого блока отдельный вход с улицы. На первом этаже гостиная, далее отдельный номер с собственным санузлом и верандой, вид с которой может быть на сад, бассейн или море. И на втором этаже 2 отдельных номера, в каждом из которых собственный санузел. При этом в одном из них балкон во внутренний двор отеля, то есть также с видом на сад, бассейн, море, а в другом окно без вида. При бронировании самого бюджетного варианта «Стандарт Рум» все шансы попасть именно в номер с окном без вида. При этом стандарт Room Pool View, немного дороже, гарантирует наличие балкона или веранды. Нас заселили в номер 442 на втором этаже с одной большой кроватью. Это выглядело вот так, если вас двое, но нас было трое, и после установки дополнительной раскладушки получилось вот так. Фактически одно большое ложе на троих. Скажу больше, отель позволяет бронировать такой номер и для 4, то есть, допустим, на семью 2 взрослых и 2 ребенка. Соответственно, поставят еще одну раскладушку во второй проход. В остальном обычный номер, каких-то особых замечаний нет. Большой телевизор, чайник, мини-бар с бутилированной водой, фен, сейф, шкафы. Косметические средства в тюбиках и гель для душа в дозаторах. Сантехника в исправном состоянии. Когда буду показывать другую часть отеля, увидите реновированные номера в 5-этажном корпусе. А пока идем на пляж. Море в Palm-Beach прекрасно, на мой вкус. Если вы любите поплавать с маской и трубкой и вам нужны рифы, то выбирайте другой отель. А тут песчаный вход и никакая специальная обувь не нужна. Зонтов, лежаков и заслонок от ветра хватает, нет необходимости бежать с утра занимать. Несмотря на это, все равно находятся такие товарищи, которые считают своим долгом занять и уйти на полдня. Вот, например, за 3 часа, пока мы лежали рядом, никто не подошел.
Центры, где можно взять пляжное полотенце, есть и на бассейне, и на пляже. Хотя, повторюсь, отель небольшой, и в принципе нетрудно было бы пронести его из одной локации в другую. Есть много более дорогих отелей, где гости вынуждены носить полотенца на большее расстояние. Я уже говорила об этом в других обзорах. Посмотрите, какой идеальный вход в воду и какая чистая вода. Покажу берег с разных локаций. Если считаете, что есть в Хургаде пляжи и получше, напишите в комментариях, в каких отелях, нам тоже интересно. Есть небольшой пирс, днем он пустой. Единственная яхта, которая здесь паркуется, утром уходит в море и возвращается только к вечеру. Никаких других парковок кораблей в непосредственной близости нет. Песок на берегу и при входе в воду достаточно крупный. Это не очень удобно для детских игр, так как трудно что-либо слепить из него, но зато вода у берега не мутная, прозрачная. Температура воздуха во время нашего отдыха была 25 градусов, воды в море 24 градуса, воды в большом бассейне 23 градуса и воды в подогреваемом бассейне с горками 28 градусов. Ветер переменный, в основном в первой половине дня. Еще одна особенность, которой мы были удивлены и несказанно рады. В пляжном душе смесители, то есть подведены и холодная, и горячая вода. Вы такое видели где-то еще? Летом в жару может и не критично будет, но все-таки большую часть года в Египте ветреная, и выйдя из моря ополоснуться под горячей водой – это прям кайф. В душе есть крючки для полотенец, что тоже далеко не во всех отелях продумано. Вроде мелочь, но из таких приятных мелочей и состоит сервис. Бывает, что к берегу приплывают дельфины, именно здесь, в этом отеле. В этот раз мы их не застали, к сожалению, может быть, вам повезет больше. На пляж можно приносить еду и напитки из кафе и баров у бассейнов. Пустую посуду складывать вот в такие ящики. Слева от Палм-Бич пустырь, и вот что странно, здесь у берега и дальше в море аж стаи медуз, если присмотреться, при том, что в это же самое время в отельной лагуне их нет вообще. Как так? Я не знаю. Тренажерный зал и мини-клуб прямо на берегу с видом на море. Это новое здание, есть кондиционеры. В детском клубе все еще запах краски, надеюсь, в скором времени он выветрится. А вот местонахождение рядом с пляжем – это отлично. И ребенок чем-то занят, пока самый солнцепек, и родители спокойно загорают рядом. Ну и вид из окон спортзала сами видите какой. Здесь же рядом детская площадка, сцена, где проходят вечерние мероприятия, бар и подогреваемый бассейн с горками. Жилые корпуса в этой части отеля 3- и 5-этажные, они частично реновированы. Наши друзья, как и мы, живут в Египте, но не в Хургаде, а в Каире. Часто приезжают отдохнуть на море. Были в таких резортах, как Штайгенбергер, Джангл Аквапарк, Дана Бич, Арабелла Азур, Серенити Фан Сити и других. А в этом отеле впервые за компанию с нами. Заселили их в двухкомнатный семейный номер на 5-м этаже. Он абсолютно новый, стильный, с новой мебелью и сантехникой. В здании есть лифты, в отличие от корпуса, где жили мы. Я попросила подругу поделиться впечатлениями о Палм-Бич, и вот что она говорит. Обычно мы берем подороже отели, у меня большая семья, я приезжаю в большие отели, мы берем из сети Альбатрос или Азур. Но в этот раз мы приехали ненадолго и решили остановиться в маленьком отеле, он был дешевый, скажем так. Это один из бюджетных отелей. Отель находится не вне Хургады, скажем так, ближе к Эльгуне. До центра буквально 20 минут езды на машине. К моему удивлению, здесь очень приятная обстановка. Отель небольшой. Нас поселили в номера Family Room, которые находятся в новом корпусе, в реставрированном корпусе. Здесь абсолютно новые номера. Здесь все есть, здесь даже зеркало с подсветкой, с умной подсветкой. Нам понравился отдых. Море, очень хорошее море, очень хороший вход в море. Для детей, в принципе, вообще шикарно. Здесь нет дополнительных развлекух, как там батуты, бананы и горки, но здесь есть все остальное необходимое для детей, для семейного отдыха. И самое интересное, что здесь очень хорошая еда. Здесь вкусно. Здесь ее немного, но она вкусная, и ее достаточно. Здесь есть джим, что немаловажно. Удобный и комфортный ресепшн. Здесь очень гостеприимный персонал. Я даже не могу сказать, что что-то из минусов. Нет, возможно, здесь минусов даже нет. Здесь не ищешь
каких-то минусов. Здесь все хорошо. Меня вполне устроило, вполне понравилось. Если я буду выбирать бюджетный вариант, то я приеду, в принципе, в этот же отель. Что еще хотелось бы сказать о территории? Она какая-то по-домашнему уютная. Зеленые лужайки, как веранда на первом этаже, и балконы в бугенвиллии на втором. Все рядом, ничего лишнего, но все необходимое есть. В главном здании, рядом со стойками регистрации, сувенирные магазины и аптека. До города можно доехать на Uber-такси или на басах, так мы называем местный общественный транспорт. Вокруг отеля гулять негде. И последняя тема – питание. Сколько лет знаю этот отель, здесь всегда стабильно, вкусно и качественно кормят, при том, что выбор блюд минимальный и сам по себе ресторан маленький. В центре витрина с горячим, всего 7 емкостей в 2 ряда. Утром будут фасоль, омлет, сосиски, запеченные овощи, блины, вафли, пончики и другая выпечка, молочные каши, овсяные хлопья. На обед и ужин картофель, рис, отдельно 1-2 варианта разных овощей и по одному виду мяса, птицы, рыбы и каких-то изделий из фарша, типа котлет, фрикаделек или рулетов. Вторая стойка с горячим – станция макарон, если это обед или ужин, или станция омлетов, фритюра и бобового фуля, если это завтрак. Здесь же рядом по вечерам будет какой-то вариант гриля. Жарят на улице, а раздача внутри ресторана. И здесь же во время ужина ставят снеки – воздушные чипсы и попкорн. Еще 2 совсем небольших стола – это салат-бар и стойка с десертами и фруктами. Бывает, что дополнительно накрывают стол у входа. Поздний ужин накрывают с 23 до 24:00, и он, можно сказать, полноценный, то есть подают почти все то же самое, что было и на основном. Супы, горячие, салаты и закуски. В первый час основного ужина не исключена ситуация, что все столы заняты и образуется вот такая очередь. Кому критично, приходите к открытию или уже после 8, когда свободных мест много. Итак, резюмируем. Я смело могу рекомендовать Палм-Бич. А какое у вас сложилось впечатление об отеле? Делитесь в комментариях своим мнением. Может, кто-то из вас здесь был раньше. Интересно как положительные, так и отрицательные отзывы. А если остались вопросы, задавайте, обязательно отвечу.